Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Денчук, исследователь внутреннего мира личности. Я сегодня скованная, говорю плохо, двигаюсь плохо. Но сейчас мы это исправим. Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, которая опять что-то выдумала, но это все она выдумала не просто так. Это все имеет смысл. Как я вам была в пленке? Напишите свои впечатления, что вы почувствовали, когда увидели меня такой скованной. Я думаю, что вы не раз переживали это состояние, когда как будто что-то не дает вам говорить, что-то не дает вам двигаться, и вы чувствуете себя как будто в липкой паутине, из которой не можете выбраться. Сегодня речь у нас пойдет про внешнюю активность, и свое видео я назвала «Не живет, а ждет». Вот эта вот скованность, она может быть не только в присутствии другого, но и в присутствии другого тоже, но она может быть базовым состоянием, которое личность не замечает. И для того, чтобы нам понять, как преодолеть эту инертность, эту скованность, эту погруженность в летаргический сон, нам придется с вами совершить экскурс в наше прошлое. Казалось бы, да, была я в утробе, конечно, потом родилась, была младенцем. Что здесь такого? Зачем вообще это вспоминать? Но наше состояние в утробе и потом состояние в младенчестве – это было базой, основой, из которой развивалась вся наша остальная активность. То есть нам надо понять, с чего начиналось, тогда мы поймем, а что с нами происходит сейчас, почему мы с вами не можем быть реализованными, почему мы с вами все время находимся в зале ожидания. Вот у Аллы Пугачевой была такая песня, что я живу в зале ожидания, где не живу, только жду, только жду. И как образовывается этот зал ожидания. Сейчас мы с вами попробуем поэкспериментировать. Я вас попрошу закрыть глаза и послушать только мой голос для того, чтобы вы могли лучше представить. Так представьте, что вы находитесь в воде, теплой, приятной, температуры вашего тела, которую вы даже не ощущаете. У вас закрыты глаза, и из живота тянется такой кабель, по которому поступает все, что вы хотите. И вы в этом состоянии не испытываете никакой боли, никакой неудовлетворенности. У вас нет никаких потребностей, потому что они удовлетворяются сразу. И вы находитесь в полусне, в таком летаргическом полусне, где все хорошо, где нет желаний, которые вас терзают. И вот в этом полусне мы и в первый раз встречаемся со своим счастьем. Вот это вот счастье с безусловным принятием нас среды. Там двигаться не надо вообще, там достаточно просто быть. И вот многие течения, они духовные, псевдодуховные, они говорят, вот достаточно просто быть. И все это понимают. Просто быть. Вот просто быть, ничего не делать. И когда мы с вами рождаемся, то нам приходится уже встретиться в первую очередь со своими неудовлетворенными потребностями. И эти неудовлетворенные потребности, они атакуют нас. Вот я думаю, что те, кто переживал паническую атаку, очень хорошо понимают, но и те, которые, например, очень хотели есть и не могли, очень хотели в туалет и не получалось. Вы можете себе представить, что чувствует психика, которая атакуема собственным желанием. То есть у психики создается впечатление у личности, что она атакуема собственным телом. И единственная возможность уменьшить эту атаку – это выключить чувствительность. Вот когда мы были младенцами, мы могли только выключать чувствительность. И
Это был наш единственный способ бороться с неудовлетворенностью. И вот вы представьте, вы лежите, вы не можете встать, вы не можете ничего взять, вы не можете никого позвать, сказать: «Эй, иди сюда», а можете только ожидать, что кто-то придет и даст то, что надо. Кто-то придет и принесет ваше счастье, вашу удовлетворенность, то, чего вам не хватает. Можно плакать, криком это выбрасывать, звать криком, кричать о том, что мне больно, я лежу в мокром, я голодный и так далее, и так далее. Но формулирования того, что хочется, нету. То есть младенец не может это сформулировать, он просто кричит. И тот взрослый, который заходит в комнату, он принес счастье, он принес удовлетворение всех потребностей. Поэтому первоначальное наше построение отношений – это построение отношений со сверхзначимым другим. Потому что сверхзначимый другой, он был в нашем младенчестве, он был хранитель всех благ. И поэтому, когда мы с вами заходим в контакт, у нас идет восприятие другого как значимого, кем бы он ни был, если нам от него что-то надо. И у нас поднимается вся вот эта вот тревога, то есть понимание, что от этого значимого зависит моя жизнь. И отсюда появляется сверхценность другого человека. И это ожидание другого, оно еще формирует у нас ожидание чуда. Вот когда мы младенцы, мы не понимаем, почему другой вошел. Нам кажется это каким-то счастливым избавлением. Другой взрослый, который нас опекал, он пришел кормить нас, допустим, по часам. Но мы-то не понимаем этого, у нас с вами нет представления времени, и нам кажется, что это какое-то явление. То есть явление того, кто сделает меня счастливым. И так как это база, это основа, это первое, что образовалось, у нас эта доминанта будет выскакивать всю жизнь. То есть всю жизнь будет ожидание явления того, кто решит мои проблемы. Или же ожидание чуда, которое принесет мне счастье. Или ожидание какого-то человека, которого я встречу, который решит мои проблемы. И видите, мы могли бы это не обсуждать, этого младенца, и то, как у него происходит восприятие, если бы все это не было бы так узнаваемо. Я думаю, что каждый из вас узнал это томление, эту негу. И помимо того, что у нас есть ожидание другого, восприятие его прихода как какого-то чудесного явления, у нас есть скованность и вот это вот ожидание, ощущение ожидания, зал ожидания. Потому что мы точно понимаем, что мы сами это не можем. Вот точно понимаем. Это очень сложно для нас. Вот вспомните, как было сложно готовить первый раз еду. А этот Бог, который пришел, он это сложно умеет делать. И он являет поэтому нам чудо. Это сложное чудо, которое мы не можем постигнуть. Помимо того, что вот это все описанное у нас происходит, нам в присутствии другого можно больше хотеть. Вот представьте, что вы болеете очень сильно, вы лежите, и многие желания, они недозволены, потому что их невозможно удовлетворить. Если вы будете хотеть, будет только боль. То есть лучше не хотеть, чтобы не встречаться не только с болью отсутствия желаемого, но и с неполноценностью, пониманием, что я не могу это сделать. Когда другой пришел, вы говорите: ой, ты не мог бы мне принести водички, ой, не мог бы принести мне еще одно одеяло, потому что мне под одним холодно, ой, не мог бы ты открыть окно, проветрить. Видите, как будто желания, те, которые были запрещены, начинают являться, и можно как будто больше хотеть. Поэтому появление другого в нашей жизни, оно
нам разрешает больше хотеть, и другой назначен удовлетворителем этих желаний. Вот сейчас как раз идет школа отношений, и я этот момент там коротко описала. Это видео для тех, кто на школе отношений, будет дополнительным, но я думаю, что вам тоже интересно послушать, почему такое восприятие других сверхзначимое, почему рядом с другим можно больше хотеть. И до того, как появился другой, мне как будто то, чем я обладаю, и нормально. Вот согласитесь, что другие люди, они как будто своим присутствием показывают нам, что у нас ненормальный достаток. То есть я, когда не выхожу из квартиры, мой достаток мне кажется нормальным. Когда я вижу, что у кого-то больше достаток, человек более обеспеченный, мой мне кажется ненормальным. И у меня появляется какая-то устремленность. А так я как будто привыкаю к тому, что у меня есть, и мне этого достаточно. То есть, видите, мы с вами учимся с самого начала нашей жизни уметь терпеть, уметь ждать, уметь подавлять свои желания, потому что они атакующие, и уметь удовлетворяться, уговаривать себя на то, что есть, то и хорошо. И вот это вот упование на другого, она и парализует нашу активность. То есть, когда мы с вами говорим про заблокированную активность, про невозможность реализоваться, мы всегда говорим про ожидание. То есть психика, она тогда дождалась и сейчас тоже дождется. И из-за вот этого начала у нас происходит такая большая зацикленность на внешнем. Вот эти все вопросы, что делать, которые человек задает, так что делать с этим? Что делать, чтобы не конфликтовать? Что делать, чтобы меня понимали? То есть он все время задает вопрос о том, как воздействовать на внешнее. То есть внутреннее, человек внутреннего не касается, и хочет все время воздействовать на внешнее, потому что у внешнего блага. И человек не мыслит о себе как о создателе блага. Он обычно мыслит о себе как о потребителе блага. Вот когда я потребляю благо, я как будто им обладаю. Вот то же самое ощущение у младенца, когда он потребляет молоко матери, он становится обладателем этого молока, но на какое-то время, а потом это молоко исчезает. И ему надо опять встреча с матерью, чтобы им обладать. Так даже происходит поглощение знаний. Когда, например, вы смотрите обучающее видео, как поглощение молока. И какое-то время, пока звучит голос умной тети, вы обладаете этими знаниями. То есть они есть внутри вас, потом тетя замолкает, и жизнь может продлиться так же. Но я не говорю, что у всех. Я знаю, что многие и применяют, и осознают, и вспоминают о том, что я говорю на видео в обычной жизни. Вы пишете про это, читаю ваши комментарии, рада, что я вам помогаю. Но вот это потребление благ и заточка личности на потребление благ, погоня за благами, а не каким я должен стать, чтобы самому создавать благо, создает для личности вот эти крысиные бега. Когда она бежит, тогда она даже может обладать благами, но нет удовлетворенности, нет ощущения реализованности. И вот эта зацикленность на внешнем, про которую уже сегодня было много сказано, она создает тревогу моего восприятия внешним. То есть я в начале своей жизни точно выучила, что от внешнего зависит мое выживание. И вот это другой всегда значимый, даже если в комментарии приходит какой-то хамовитый, глупый человек, я его комментарий не могу воспринимать как комментарий хамовитого, глупого человека. Он для меня воспринимается как сверхзначимый, как и все внешнее. То есть, видите, пока у меня нет опоры на себя, пока нет понимания себя как создателя благ, пока нет восприятия себя уже не как все того же младенца, который жизненно зависит от других, у меня реакция будет сверхэмоциональная на все внешнее. Оно все как будто жизненно важное для меня.
И вот наши с вами тревоги по поводу того, что надеть, когда мы выходим на улицу, как я выгляжу, вот зацикленность на внешнем виде и ощущение, что если вот что-то во внешнем виде будет не так, то все. Это как раз-таки попытка воздействовать на внешнее. И помимо одежки, которую мы надеваем, и она кажется нам сверхценной, у нас еще есть образ, который мы надеваем. Какой-то придуманный образ, соответствие которому должно обеспечить нам желаемое. Еще раз. Придуманный идеальный образ, соответствие которому должно обеспечить нам желаемое. И этот образ должен нравиться. Его главная цель – это вызывать какие-то эмоции, и другие мне будут давать за это благо. То есть нету опять восприятия себя как генератора блага, как источника благ, как творца. Есть постоянная направленность на внешнее, на которое мне как-то эмоционально, именно эмоционально надо повоздействовать, чтобы мне дали то, что я хочу. И вот это эмоциональное воздействие, я, например, с ним встречаюсь постоянно в практике, когда человек думает, что если мне будет нравиться, то тогда я ему помогу. Вот если нравится учителю французского, допустим, языка, Даша, привет, то кажется, что я начну обладать этими знаниями. А для того, чтобы выучить любой язык, необходима практика, необходимо заниматься, необходимо вникать, необходимо зубрить. И от того, что я нравлюсь преподавателю или не нравлюсь, у меня эти навыки не появляются. И нам бы так хотелось нравиться всем. Там, массажисту, мастеру маникюра, продавцу. То есть вот это вот нравится, это зацикленность на нравится, она не предполагает другого как профессионала. То есть если он профессионал, он будет вести себя как профессионал. Мне кажется, что я, воздействуя на него, заставляю его быть профессионалом. И также я думаю про себя. И такое же отношение у меня к другим людям. То есть я людей воспринимаю по нравится, не нравится, по вот этому эмоциональному аспекту, который у нас остался с вами с младенчества. К чему это все рассказываю? Почему это все важно понимать? Вот эта речь сейчас про заблокированную активность, про невозможность реализоваться, она создает у личности вот эту сверку, так правильно или неправильно себя вести. То есть когда личность даже бессознательно обращается к себе внутрь, вот как правильно сейчас делать, как хорошо. И она получает ответ вот из этих младенческих доминант, если она про них не знает, если она не понимает, на каком тесте они замешаны. И вот это толкание в контакте нравится, или же сейчас очень важно, чтобы ты понравилась, оно создает напряжение, особенно когда это жизненно важно, то есть нам от человека что-то надо. И это создает такое напряжение, что человек становится неадекватным, он не может соображать. Потому что, входя в младенческий режим, у него выключается мышление, он становится младенцем, который может глупо улыбаться, и это все. И если мы не понимаем, что изнутри на нас воздействует и к чему именно изнутри это принуждает, мы доверяемся этому течению, и вместо того, чтобы его преодолеть, мы идем на поводу. И наши действия становятся из того младенческого формата. Но это воздействие, оно недолгое. То есть если я понимаю, что на меня воздействует, я понимаю, к чему меня принуждает, и тем более я понимаю, откуда это, почему мне кажется, что так надо, то если я подожду некоторое время, я смогу выйти из этого течения. Это можно сравнить с ветром. Он сильный, но недолгий. Фактически мне надо подождать и не идти на поводу. И тогда у меня появляется выбор, потому что если я иду в течение доминанта из младенчества, то я буду все время ждать, и это ожидание буду считать правильным, и запрет на желание правильным, и претензии к другому обеспечь мне благо правильными.
и сверхценность контакта с другим правильным, то тогда у меня нету перекрестка, у меня нету выбора, я не могу выбрать другое поведение. И вот это вот счастье ожидания, когда мы с вами погружаемся в такое инертное небытие, разрывая контакт с миром, оно воспринимается как счастье, то есть я не напрягаюсь, я не ставлю себе задачи, оно воспринимается как счастье, но как счастье, если оно сверяется с этими младенческими доминантами. И вот в этом небытие, внутриутробном или в младенческом ожидании мы можем проводить достаточно долгое время, убежденные, что все идет как надо. Надеюсь, я вас сколыхнула. И, кстати, напомню, что у меня есть книжка запертая изнутри, там подробнее про эти все тенденции. Мы высылаем книжку по миру, так что пишите, заказывайте книгу. И в завершении этого я хочу вас попросить, чтобы вы написали вот все эти пункты, которые были мной обозначены, что для вас наиболее узнаваемо из них. Вот это вот запрет на хотеть в одиночестве, попытка воздействовать на других, чтобы они дали благо, ожидать, что случится чудо или кто-то придет, возьмет меня большими теплыми руками из люлечки и даст все, что я хочу. Потребление информации, как молока, которое во мне пребывает, пока я слушаю. Ожидание отторжение себя, торможение своих потребностей, привыкание к тому, что есть. Напишите, что узнаваемое, может быть, вы более полно это пишете. И, как всегда, я призываю, чтобы зрители этого канала были учителями друг друга. Потому что, когда есть живой опыт, когда люди делятся искренне тем, что они почувствовали, то человек, посмотрев видео, может прочитать и более полно это все узнать. То есть мы друг другу помогаем. И, как вы видите, комьюнити канала, как правильно называется, комьюнити, наверное, канала, аудитория канала, здесь собрались достаточно умные, мыслящие люди, и они искренне пишут про многое. И я в восхищении, что удалось собрать так много искренних умных людей в одном месте, и мы делимся друг с другом своими переживаниями и помогаем друг другу понимать эту жизнь лучше. Ну что, я завершаю свое видео. Прощаюсь с вами. До встречи. Пока.